Всем привет! Вы на канале Device. Сегодня у нас на ремонте телефон Samsung G5 Prime G570F. Проблема у нас следующая. Здесь стоит Android 7.0, и после сброса к заводским настройкам никаким способом, который есть в интернете, я не мог пройти защиту, привязку к Google аккаунту. И принял решение, будем откатываться на прошивку Android 6.0, и тогда будем обходить привязку к аккаунту. Так как я говорил, что мы будем делать это на примере телефона Samsung G5 Prime, нам нужно загрузиться в режим для прошивки. Для этого зажимаем клавишу громкости вниз, клавишу домой и клавишу включения. Здесь нажимаем клавишу вверх. Все, телефон мы перевели в режим загрузки прошивки. Теперь переходим к самой прошивке телефона. Сейчас на ноутбуке я покажу вам, что нужно делать. У кого стоит прошивка уже Android 6.0, перематываем видео на 5 минут 13 секунд. Так, для прошивки телефона Samsung G5 Prime нам нужна программа Odin. Сейчас на данный момент у меня версия 3.12.7, и файл многофайловая прошивка. Так. Подключим телефон к компьютеру. До этого нужно нам поставить драйвера на Samsung. Подключаем. У нас пошла установка драйверов. Теперь здесь в каждой вкладке выбираем файл. У меня прошивка на диск D. И как видим, файл BL, выбираем файл BL, открыть. И также само дальше продолжаем. И то же самое продолжаем дальше. Выбираем App. Этот файл у нас занимает очень много места, поэтому он будет загружаться в программу больше всех. Продолжаем дальше. Проверяем в опции, чтобы здесь стояло только 2 галочки. И нажимаем на кнопку старт. Все, у нас пошла загрузка. Здесь видим. Видим, после завершения у нас появилась зеленая иконка с надписью Pass, и телефон перезагрузился. Мы отсоединили USB.
И далее на Android 6.0 я покажу вам, как обойти защиту Google аккаунта, привязку Google аккаунта. Выбираем язык, подключаемся к интернету, принимаем все условия. Итак, так как у нас стоит сим-карта Kyivstar, мы будем с помощью программы Samsung FRP Tool звонить на номер 477. Выбираем скан, Open Call. Send. Видим, у нас начался звонок на номер 477. Здесь выбираем интернет. Открывается наш браузер. Вводим Google Account Manager. Переходим по ссылке. Качаем Account Manager 6.0.1. Именно этот. Все, у нас началась загрузка. Теперь скачиваем следующую программу. Видим, у нас скачался первая программа и вторая. Теперь переходим в Samsung APS. Ищем проводник. Вводим здесь данные Samsung или создаем учетную запись.
Мы зарегистрировались, теперь скачиваем. Открываем наш проводник, заходим в папку Download, устанавливаем нашу первую программу скачивания, разрешаем установку с неизвестных источников. Теперь устанавливаем другую программу, открываем ее. Здесь пишем Google. Нам нужно найти Google аккаунт. Аккаунты Google есть. И здесь нам нужно найти аккаунты Google. Введите адрес электронной почты и пароль. Видим. Нажимаем просмотреть. Видим, у нас появилось поле для ввода пароля. Нажимаем 3 точки, вход браузера выбираем. Соглашаемся. И здесь пишем наш email, который мы зарегистрировали в Google аккаунте. Здесь вводим пароль. Все, перезагружаем наше устройство. Это пин-код сим-карты. Разблокируем. Подключаемся к Wi-Fi. Соглашаемся на условия пользования. И сейчас будет самое интересное. Видим, у нас аккаунт уже добавлен, уже не надо его вводить. Нажимаем далее. И сейчас я покажу, что нужно настроить, чтобы в подальшем, после сброса настроек, не было таких проблем, как привязка к аккаунту Google. Первым делом нужно зайти в учетные записи и удалить аккаунт Google. Удалить учетную запись. Теперь нужно настройки зайти, активировать режим разработчика. Для этого нужно номер сборки, по-моему, нажимать. Сейчас посмотрю.
номер сборки. Нажимаем несколько раз, и теперь мы стали разработчиком. И у нас появился пункт меню параметры разработчика. Заходим сюда, и нам нужно активировать режим разблокировка, включить разблокировку OEM. Вот разрешить разблокирование EOM. Включаем. Все. Теперь мы можем обновляться, сбрасывать заводские установки, и ничего при этом не будет привязка к Google аккаунту. Все, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, до свидания.